Друзья, вот рядом со мной находится печь Андора. Первое, что бросается в глаза, это ее цилиндрическая форма. Второе, это большое обзорное стекло. И третий элемент, очень необычный, и такого мы точно никогда ранее не видели. Это вот такая вот тоже круглая ножка, которая позволяет печи вращаться на 45 градусов. Вот сейчас я вам это продемонстрирую. Для чего это нужно? Наверное, для того, чтобы с какой бы стороны мы ни сели, мы всегда могли видеть огонь. Или, например, если мы хотим какой-то определенный угол нашей комнаты, скажем так, осветить огнем, то это вполне можно, конечно же, сделать благодаря вот такому вот механизму. С точки зрения внешнего вида печь полна разного рода дизайнерских решений. Первое, это вот такая декоративная решетка, расположенная на передней части нашей печи. Второй элемент — это своеобразное отверстие для конвекции, собственно, которое расположено сверху у нас. В принципе, вся печь позиционируется как современное печное оборудование. И я думаю, в интерьере также современном она будет очень хорошо смотреться и радовать своего окончательного пользователя. Теперь о габаритах. Высота печи Андора равна 1200 мм, ширина и глубина 540 мм. При достаточно большой высоте печка является очень узкой, как в ширину, так и в глубину, поэтому большого пространства в помещении она не будет занимать. А теперь давайте ознакомимся с топочной камерой, и начнем мы с дверцы. Вернее, с механизма закрытия и открытия. Очень здорово выполнен. Во-первых, по тактильным ощущениям мягко, я бы сказал, практически незаметно, и дверь уже закрыта. Во-вторых, по ощущениям, вы знаете, вот если вы открывали двери в дорогих иномарках, вот вы чувствовали такую мягкость, небольшой щелчок, то вот тут вот это присутствует, знаете, ощущения очень схожи. Ну ладно, значит, дверца сама выполнена из высокопрочной стали, толщина которой 3 мм. Значит, тут мы видим вот такой овальной формы стекло. Оно очень большое и, по идее, должно очень красиво смотреться пламя. Но, в принципе, как и в печи Кируна, о которой мы не так давно говорили, мы в этом убедились, я думаю, тут тоже. Значит, и изнутри топочная камера вся отделана шамотной керамикой. Вот, кстати говоря, видите, вот такая ромбоидная форма внутри топочной камеры. Значит, колесниковая решетка у нас чугунная, стандартная, в принципе, ничего в ней необычного мы не видим. Также мы видим каминный бык, который выполняет роль некой перегородки, не дающей, например, не догоревшим дровам упасть случайно на стекло и его закоптить. Значит, теперь про вместительность топочной камеры. Сама компания Torma позиционирует вот топочную камеру у печи Андора как камеру повышенной вместительности. Сейчас мы это проверим совершенно обычными вот такими вот полежками. Но если вы фанат, можно еще и вот шестую, седьмую и даже восьмую, я думаю, сюда поместить. На самом-то деле, вот полностью у нас практически заложена камера, и я не могу сказать, что это выглядит как-то ужасно или выпирает. Все очень эстетически красиво смотрится. Выходный дымоход у печи Андора верхний, диаметр которого равен 150 мм. И вот обратите внимание на вот этот патрубок, для чего он нужен. Значит, вот когда мы поворачиваем нашу печь, вот благодаря вот этому патрубку сам дымоход не крутится. Таким образом мы его никогда не повредим. Зольник, дорогие друзья. Значит, чтобы добраться до зольника, нам нужно открыть основную вот эту дверцу. Значит, что хочется сказать? Во-первых, о том, что мы забыли упомянуть, что, конечно же, дверца имеет функцию автодоводки, но на всех печах такого класса эта функция есть, так что ничего необычного мы тут не заметили. Значит, вот наш зольник. В принципе, он стандартного размера, достаточно широкий. Не так часто нам придется его очищать от золы. Это нас должно радовать. Значит, тут же мы, кстати говоря, видим вот у нас задвижечка, которая контролирует подачу кислорода, значит, в топочной камере. Если мы ее выдвигаем полностью, у нас интенсивное горение, кислород по полной программе поступает в топочную камеру. Если мы чуть-чуть ее задвинем, то это у нас уже функция, например, длительного горения наступает. Соответственно, ну, тут все понятно, об этом мы уже очень много раз говорили, не будем на этом останавливаться. Ну что, с этим у нас отсеком все.
Поехали дальше. Мощность печи Андора равна 7,5 киловатт. Таким образом, печь способна топить от 50 до 165 метров кубических помещения. Весит наш сегодняшний агрегат 94 килограмма. В общем, имея небольшой вес, небольшие габариты, но большую мощность, печь Андора вас прекрасно обогреет, не занимая большого пространства в помещении. Ура, товарищи! Теперь, чтобы нам показать заднюю часть печи, не нужно ее двигать, за нас это сделает специальный механизм. Вот, что мы видим на задней части печи. Значит, ну, стикер с европейской сертификацией и прочей важной информацией, но это стандартный у нас момент. И вот специальное отверстие, которое выполняет функцию подачи дополнительного кислорода в топочную камеру из альтернативного источника. То есть сюда мы ставим специальный патрубок, а другой его конец выводим, например, на улицу, в подвальное помещение или куда-то еще. И у нас в топочную камеру поступает дополнительный кислород. Это очень полезная функция, и о ней мы подробно поговорили в обзоре на печь Кируна. Вот, ну тут все.